В эфире снова программа «Права человека. Взгляд в мир». Я Евгений Новиков. Здравствуйте. Сегодня я вам буду читать отрывки из рассекреченных западных документов, а вы слушайте и думайте. От этого зависит наше с вами настоящее и будущее. Люди старшего поколения уже давно все понимают, и их уже ничем не удивишь. А вот за нашу молодежь сегодня идет повсеместная тотальная борьба через интернет, через западные теле- и радиоканалы, чтобы она, молодежь, была не способна мыслить рационально, мыслить национальными категориями, а шла бы за примитивной западной пропагандой. Происходящее сейчас в советских республиках – это не случайные процессы, а части глобального плана по дальнейшему уничтожению наших республик и наших братских народов. Итак, в начале 80-х годов советская разведка добыла материалы так называемого Гарвардского проекта. Это была развернутая программа уничтожения СССР и социалистической системы. Проект состоял из 3 томов – «Перестройка», «Реформа», «Завершение» и был рассчитан на 3 пятилетки. В начале 1-го тома говорилось, в 20-21 веке человечеству грозит страшный кризис из-за нехватки сырьевых и энергетических ресурсов. Далее говорилось, в первое пятилетие с 85 по 90-е годы будет проходить перестройка. Ее цели следующие: гласность, борьба за социализм с человеческим лицом, подготовка реформ от социализма к капитализму. Перестройкой должен был руководить, предположительно, генсек ЦК КПСС. 2-й том посвящался реформе. Ее время 90-95 годы включительно. Цели следующие: ликвидация мировой социалистической системы, ликвидация Варшавского договора, ликвидация КПСС, ликвидация СССР, ликвидация патриотического сознания. Реформой должен был руководить уже другой вождь. 3-й том назывался «Завершение». Задача этого этапа следующая: ликвидация советской армии, ликвидация России как государства, ликвидация атрибутов социализма, бесплатного обучения и бесплатного медицинского обслуживания, введение атрибутов капитализма типа «за все надо платить», ликвидация мирной жизни в Ленинграде и Москве, ликвидация общественной и государственной собственности и введение частной собственности повсеместно. Этап завершения планировали сопроводить вымораживанием, в буквальном смысле слова, голодного населения России, постройкой хороших дорог в морские порты, чтобы сырье и богатство России вывозить за границу. Завершением должен был руководить уже 3-й вождь. И все произошедшее с нами за последние 20 лет, это и есть вот эти пункты против нас, исполненные на все 100% с поправкой в 3-4 года. Но это не все. После реализации Гарвардского проекта появился уже Хьюстонский проект. Это уже детальная проработка этапа завершения. Этот проект нацелен только против России, ведь расчленение СССР уже состоялось. Хьюстонский проект планирует расчленить Россию на мелкие государства. Сибирь должна отойти к США, северо-запад к Германии, юг и Поволжье к Турции, Дальний Восток к Японии. Вот статистика. За последние 12 лет за рубеж из России ежегодно вывозится 57% добываемой нефти, 40% газа, 90% меди, 97% никеля, 99% алюминия. Запад воспринимает Россию сейчас только как отсталую сырьевую колонию. По Хьюстонскому проекту Запад относится к России не как к единому государству, а как к ряду мелких государств. Идет уже разработка политики к ее расчлененным частям. Я снова сегодня повторю Алена Даллеса, руководителя политической разведки США в Европе, ставший в последнем директором ЦРУ. Это он сказал в 1948 году. Итак, цитата: «Литература, театр, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать всех, кто будет насаждать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, словом, всякую безнравственность. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху.
Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, предательство, национализм и вражду народов – все это мы будем культивировать в сознании людей. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться, что происходит, но таких людей мы будем ставить в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить их отбросами советского общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной советской нравственности. Мы будем таким образом расшатывать поколение за поколением. Мы будем браться за людей с детских и юношеских лет. Мы будем всегда главную ставку делать на молодежь. Станем разлагать, развращать, растлевать ее. Вот так мы все и сделаем. Конец цитаты. Задумайтесь, какие мы сегодня смотрим западные и российские фильмы, какие книги в продаже на постсоветском пространстве, и согласитесь, Запад ни на грамм не отходит от своих планов. Один из разработчиков хьюстонского проекта, Бжезинский, кстати, недавно он получил звание «Почетный гражданин города Львов», на закрытом заседании заявил, я цитирую: «Новый мировой порядок при гегемонии США создается против России, за счет России и на обломках России. Нет сомнений в том, что Россия рано или поздно будет раздроблена и пойдет под опеку». Конец цитаты. Отдельный пункт этого плана – это судьба славянских народов, прямо как у Гитлера в плане Барбаросса. У американцев заложена конкретная цифра – тотальное уничтожение 300 миллионов славян вместе с породнившимися с ними евреями, которых сперва предполагается использовать в своих интересах для раскола и уничтожения славянских народов, а затем их ждет такая же участь. Сказано прямо и недвусмысленно: евреи идут на уничтожение вместе со славянами. Потом скажут, что все они просто не вписались в рынок. Главный метод – стравливание народов в междоусобных войнах. Вот цитата из плана. «Украинец будет думать, что борется против России, борется за свою самостоятельность, будет думать, что наконец обрел свободу, в то время как полностью попадает в зависимость от нас. Тоже будет считать и русские, будто они отстаивают свои национальные интересы, возвращают отобранные у них земли и прочее. Все это мы будем делать под предлогом разных суверенитетов, борьбы за свои национальные идеалы. В то же время мы не дадим ни одной из сторон самоопределиться на основе национальных ценностей и традиций. В этой войне дураков славянское быдло будет ослаблять себя и укреплять нас, главных дирижеров смуты, якобы стоящих в стороне и не участвующих в кровавых событиях». Конец цитаты. И еще одна выдержка. «Мы очень хорошо знаем, пишется в плане, что национализм укрепляет нацию, делает ее сильной. Лозунг интернационализма устарел и не работает уже как прежде, и мы его заменим общечеловеческими ценностями, что одно и то же. Мы не дадим подняться ни одному национализму, и те национальные движения, которые стремятся вывести свои народы из-под нашего диктата, мы уничтожим огнем и мечом, как сделали это в Югославии, в Сербии, в Ираке». Конец цитаты. Еще один момент, я снова процитирую. «Взамен национальных ценностей мы дадим патриотизм, патриотизм балалаек и пьяных слез. Мы не допустим никаких высоких технологий. Это приведет к полному упадку промышленности, которую мы сузим до производства предметов первой необходимости для ограниченного контингента рабов, добывающих нам сырье. Среди горожан много инженеров, квалифицированных рабочих, учителей, врачей. Мы создадим им такие условия выживания, что они будут сами бежать из своей страны. Наш главный девиз – разложите молодежь, и вы победите любую нацию. Мы лишим их общества, их молодежи, растлив ее сексом, роком, насилием, алкоголем, курением, наркотиками, то есть лишим их общества будущего». Гитлер был глупым мальчиком, он действовал напрямую, открыто. Ему пришлось выполнять неимоверно большую работу, миллионы сжечь, расстрелять, закопать и тому подобное. Он оставил кровавые следы, а мы действуем более хитро. У нас не будет следов, мы посеем среди народов страх, страх за жизнь, которая не будет стоить ничего, страх за свое рабочее место, которое каждую минуту может быть отобрано, страх за будущее. Страхом мы и будем править народами.
Мы под видом демократических преобразований дадим славянскому быдлу монархию, каждому марионеточного президента и побольше блеска, шума, помпы. Мелкий монархизм хорош тем, что всю энергию масс направляет в свисток и отвлекает от нашей тайной активной работы по структурированию населения по образцу, необходимому нам. Путем перестановки кадров на высших постах силовых структур он во главе их поставит наших людей. Армия, МВД, ФСБ и всяческие спецназы будут напрямую подчинены президенту, а значит нам. У нас в руках будут только веревочки, идущие к рукам президента, и мы будем дергать за эти веревочки так, как надо нам для осуществления нашего грандиозного замысла. Конец цитаты. Но и это еще не все. Читаем дальше. Я цитирую. «Славянство, а среди них русские, белорусы, украинцы – самые непокорные народы в мире. Непокорные они в силу склада своих психических и умственных способностей, заложенных многими поколениями предков, а также генов, которые не поддаются никакой переделке. Славянина, русского, белоруса, украинца можно уничтожить, но никогда нельзя покорить. Вот почему это семя подлежит ликвидации, а на первых порах резкому сокращению своей численности. На планете идет интенсивное потепление климата. Пустыня продвигается на север со скоростью 10 километров в год. Обезвоживание Земли 25 метров в год. Через 20-30 лет надо будет думать о переселении громадных масс цивилизованных народов севернее их нынешнего проживания. К тому времени на Кубани, в Ростовской области, на Украине будет изумительный субтропический климат, а в Черноземье и на севере Украины климат сегодняшнего Предкавказья. Славяне здесь временные гости и подлежат выселению. Мы изгоним их далеко на север, за пределы Москвы. Там будет маленькая северная территория, резервация с компактным населением, подобная индейским в Америке. Конец цитаты. Это называется, уважаемые телезрители, очень просто. Обыкновенный фашизм. Точно как в известнейшем фильме Михаила Рома 1965 года выпуска. Только это уже не кино, это реальность. Русские, белорусы, украинцы, как славянские народы, подлежат вычеркиванию из мировой истории, и сюда же включены, кстати, и породнившиеся с ними евреи, и не породнившиеся тоже, но это уже мое личное мнение, а то кто-то еще, может быть, строит иллюзии. Данные документы уже можно легко найти и прочитать. Вот их список, показываю вам, он перед вами, у вас на глазах. Но перед их прочтением рекомендуется одевать шапку, чтобы волосы не шевелились от ужаса. Вот слова госсекретаря США Пауэлла. Цитата. «Россия должна забыть, что у нее есть какие-то интересы в республиках бывшего СССР. Мы не позволим России вмешиваться в дела бывшего СССР, ибо восстановление СССР не входит в стратегические цели государства США». Конец цитаты. А вот отрывки из директивы Совета Безопасности США номер CS-20/1. Цитата. «На территории распавшегося СССР не может сохраняться военно-экономический потенциал, который в будущем, вне зависимости от социального строя этой территории, мог бы возродиться, консолидироваться и стать потенциальной угрозой американской гегемонии. Неважно, каким будет правительство грядущей России, но оно всегда должно обладать лишь ограниченным военным потенциалом и должно пребывать в состоянии полной экономической зависимости от США. От России требуется: первое – демонтаж военного оборудования и полнейшее разоружение. Второе – уход из ключевых геополитических регионов планеты. Третье – уничтожение сначала военно-экономического потенциала, а затем и всей индустриальной базы побежденной страны». Конец цитаты. Итак, все идет по плану, но наша с вами задача – эти их планы разрушить. И если мы, как единый народ, не позволим им себя взорвать изнутри, то все у нас получится. И вот пусть теперь попробуют мне возразить. Ведь я беру только их документы. На этом сегодня